Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. Персональный спонсор данного ролика — несравненная Анна К. Цените. Сугуру Гетто — персонаж, который стал жертвой системы общества шаманов, их ценностей, правил. Чародей, проигравший самому себе, своему мировоззрению и ценностям. Фигурирующая персона в манге магической битвы, значение которого невозможно переоценить. Личность его мертва, но способности до сих пор терроризируют весь магический мир. Ибо Сугуру, так же как и Сукуна, мог бы по праву носить титул короля проклятий из-за структуры своей способности, но обо всем по порядку. Сугуру является персонажем, который тесно связан с Годжо, а дуэте сильнейших мы с вами уже все слышали и видели еще в арке пагубного таланта и главах «Таланты умирают молодыми». Те два юнца еще не подозревали, какие метаморфозы их ждут впереди. Сатору был нахальным, эгоистичным, если в двух словах имел комплекс бога. Но злым явно не был, он, как и Сугуру, был белым листом бумаги, чувствующим свое превосходство в обществе, в котором они особенные. Еще в первой сцене с участием этих двоих было ясно, что они чувствуют. Когда те пришли к Утахиме, она уже выступала в статусе шамана, то есть по рангу и по возрасту она была старше их. Сатору же троллил ее за беспомощность. «Мне помочь тебе, Утахиме?» Называя ее по имени без какой-либо приставки, что кажется даже неуважительным. Гетто же в свою очередь встал на ее защиту, но с такого ракурса это выглядит не как акт милосердия и сострадания, а жалости. Мол, не обижай инвалида, ибо ею, то есть жалостью как таковой, он подтвердил слова Годжо, указывающие на ее некомпетентность и слабость. На первый взгляд они обладали разными характерами, но на деле это не так. Оба были в нейтральной фазе, где у каждого был свой шаблон ведения мира. Перенесемся к их первой конфронтации, показывающей, насколько же незрелыми они были. Сатору парило, что такой человек, как он, вынужден защищать слабаков, а не шаманов, то есть обычных людей, и подавно, буквально указывая на их никчемность и ненужность. В этих словах раскрывается бунтующий подросток, которым Годжо и являлся, разбалованное дитя, которое хочет не следовать правилам, а сломать их или же подчинить. Сугуру, в свою очередь, имеет другую точку зрения. Он принимает позицию, о которой гласят правила, отвечает теми самыми шаблонами на претензию, которую выдвигает его товарищ. Все базово. Мы, как сильные, должны защищать слабых, а других сильных держать под контролем. Таков смысл и шаманов, и их проклятых техник. Хоть Сугуру говорит вполне себе здравые вещи, а Сатору эгоистичные, все это лишь пустой шум, ибо оба, так же как и их убеждения, не проходили проверку временем и испытаниями, которые будут на пути. Это нельзя назвать принципами и настоящим мировоззрением, иллюзия, причиной которой является воспитание. И сейчас затрагиваем тему семьи. Клан Годжо был частью одной из трех великих семей, а Сатору, как избранник этого клана, воплощал саму его суть. В каком-то смысле он и был целым кланом, оттого и ясна его позиция бунтаря и индивидуалиста. Сугуру же совершенно иначе. Он родился в семье не магов, обладая читерной врожденной техникой, единственной в истории, подчинение или же манипуляция проклятиями. Но то, что он был нечистокровным шаманом, в каком-то смысле гложило его. Он буквально был выходец из другого мира, мира людей. Для шаманов из мира слабых, ибо те частенько называли их обезьянами еще до будущего Сугуру, ссылаясь на устаревший вид обычного человека. И всеми силами и способами Гетто старался соответствовать системе, в которую попал. Стать частью общества, которое нарекло его особенным, при этом не забывая корни и предназначения. Его следование правилам — это не что иное, как благодарность, поэтому именно так он пытается доказать, что достоин, конкретно своим служением, беря на себя роль лоялиста. Для него важно выполнять миссию заклинателя. Он первый из своей семьи, попавший в мир магии, и ему важно соответствовать правилам их общества. Как же иронично выйдет далее, когда позиции друзей поменяются. И сам путь будет отличаться друг от друга кардинально. Сатору сделает шаги, чтобы стать ментором, а Сугуру — ребенком. Каждый возьмет на себя образ, который видел в молодости в своем друге, не понимая сути, которая стоит за ним. Но до этого мы еще дойдем. В первую очередь характер Гетто определялся его эмпатией к окружающим. Он понимал Рика Аманай, понимал Сатору, Утахимы, Мэй-Мэй и каждого из своего окружения. Этот образ человека, который поддержит как словом, так и делом, был спасением для Годжо, ориентиром и одновременно помощью, сдерживающим фактором. В каком-то смысле в этом плане Сугуру был для Сатору ментором,
ментором и проводником в мир чувств обыкновенных людей, тех самых, которых Годжо в начале своего пути не рассматривал как значимых. Стоит также выделить избранность, но не Шестиглазого, а как раз таки Сугуру. С беловласым все ясно, особенный, раз в 400 лет сильнейший, бла-бла-бла-бла. А вот Гета парень, родившийся в обыкновенной семье, не шаманов, с техникой, которую можно считать сильнейшей для истребления проклятий и их подчинения. Именно Гета мог быть спасением людей, ведь буквально являлся посредником между их миром и магическим. Его персональных сил хватало, чтобы стоять рядом с сильнейшим, прикрывать ему спину, быть второй половиной непобедимого дуэта. Но, пожалуй, главное различие этой пары в том, что Сатору уже был рожден выше остальных. Он ценил индивидуальность выше правил. Гета же был другим, он был погружен в систему и иерархию магического мира. Буквально придя извне и даже несмотря на это, он видел структуру общества и верил, что залог счастья людей кроется в поддержании правил, которые система и создала. Возвращаю нас к начальному диалогу. Защищать слабых, держать в узде сильных. Максимальная гиперболизация долга, чести и ответственности на тот момент. Но здесь все объяснимо юношеским максимализмом. Первые испытания подкидывает судьба, точнее сам Тенген устами директора Яги. Участвовать в стирании личности молодой девушки. Такова миссия. Буквально приготовить свинью на убой, чтобы мясо не было горьким. Иначе говоря, задача сильнейших — охранять молодую девушку, чтобы потом лично сопроводить ее к смерти. Спустя несколько дней парни меняются, в частности Сатору. Перейдем к сути. При взаимодействии с Рико оба осознали собственные стремления защищать счастье людей вокруг них. Гета в особенности. Он частично почувствовал себя воплощением справедливости, человеком, который вправе решать, какой ценой защищать слабых, выделяя особенных, таких как Рика, например. Эти завышенные ожидания и вера в собственные идеалы обернется для него проклятием, ведь все изменит человек, сломавший цепи судьбы, начиная со своей собственной. Убийца магов, заставивший двух пацанов взглянуть реальности в глаза, растаптывая само понятие безупречности системы. Тодзи Фусигура. Разделывая Годжо, убивая Рика и без шансов одолевая Сугуру, он буквально убивает мораль последнего. Его сравнение самого себя с обезьяной ближайшие 11 лет будет поджигать сознание Гета. Все, чего хотел Сугуру, уходит. Все его желания, стремления, даже решимость пойти против Тенгена ради своей подруги. Все это уже не имеет значения. Рика мертва. А Сатору, стоящий прямо перед ним, эволюционировал. Не опираясь на своего лучшего друга, не вливаясь в систему, не пытаясь угодить обществу и не подстраивая себя под него. Эволюционировал благодаря индивидуальности, эгоизму и жадности, с самого начала глядя на мир с позиции победителя. Такая философия никогда не рассматривалась Сугуру. Дело в том, что маги, рожденные в семьях обычных людей, часто сталкивались с отчуждением и издевательствами. Отсюда и вытекало поведение Гета. Желание влиться в общество, соблюдать правила, быть сочувствующим, сострадающим и так далее. Но гвоздем в крышку гроба стала ситуация, в которой они встретились. Это был зал культистов. Он был полон людей, они аплодировали смерти ребенка. Юной девушке, которую даже не знали, аплодировали концу ее стремлений, желаний, выражая максимально возможный уровень презрения. Гета понимал это еще в тот момент, но надежды и привычки все еще были сохранены в его разуме. Поэтому на вопрос Сатору об убийстве всех окружающих его людей он ответил отказом. Короткий диалог друзей изменит все. Убийство этих людей бессмысленно. А нужен ли этот смысл? Да, без него в этой жизни не обойтись. После начнутся метаморфозы. Сатору станет по-настоящему сильнейшим, перенимая наставления, о которых ему говорил Сугуру. Более того, Годжо станет частью общества, как и Гета, обретя статус аномалии текущего поколения. Его цель — изменить систему, в которой гибнут невиновные, и воспитание достойных преемников. Сугуру же все вышло наоборот, и он плавно начнет выходить из магического мира, желая воссоздать свой. Еще на пути в храм сектантов он встретил проклятого духа, который ранее принадлежал Тодзи. Метафоричной ситуации на пике. Смотрите, Годжо вознесся, а Гета обрел проклятие. Добиванием была та самая система, ради которой Сугуру был готов отдать себя. Через год после инцидента с Рико для него не изменилось ничего. Он остался наедине с самим собой и своим эго, прокручивая произошедшее раз за разом, ведь именно в этот период времени два лучших друга не будут контактировать. Как оказалось, общество шаманов изолировало магов друг от друга и даже от самих себя. Режим отрицает связи между людьми, и если не
никого нет рядом, Сугуру остается наедине с тем, с чем был рожден, с техникой манипуляции проклятиями. У него плавно едет крыша, его же слова о смысле жизни оборачиваются катастрофой. Воспоминания не дают ему покоя, аплодисменты смешиваются с каплями воды, Сугуру сходит с ума. По-прежнему, находясь в смешанном социуме, окружающие его люди напоминание о тех сектантах. Его поражение было встречено овациями, что и заставляет Гетто усомниться в собственных идеалах, закопаться в самом себе, и система шаманов одобряет это, ибо одиночество мага в рамках нормы. Человек, который следовал идеалам общества, жил по установленным правилам и всего лишь хотел спасти невинную девушку от смерти, не смог ничего. Замыкаясь в петле, он думал: Все произошедшее было злом. Зло наполняет этот мир, но в нем нет ничего особенного. Зло – это обыденность. Но в чем же дело? Чем вызвана фрустрация Гетто? Тем, что опираясь на систему, он плавно стал отрицать ее изнутри, окончательно став сомневаться в ее фундаментальном устройстве, самой позиции «сильный защищает слабого». Ведь она уже давала сбой и продолжала рушиться вокруг него. И все это сопровождается травматическими образами прошлого, которые возникают перед ним каждое лето. Выстрел, проигрыш, аплодисменты. Выстрел, проигрыш, аплодисменты. Выстрел, проигрыш, аплодисменты. Жить так было невыносимо. Вскоре Сугуру встретится с Цукумо Юки, и эта встреча определит все. Есть несколько важных пунктов в их диалоге, но для начала стоит определить: Юки не была триггером для Гетто действовать и не была решением. Он уже был сломан и произнес свою фразу, сравнивая людей с обезьянами, буквально отказываясь от себя в роли человека. Юки же была правдой, не хорошей и не плохой, истиной, которая скрывалась от глаз других шаманов. Она, так же как и они с Сатору, была особым классом, то есть одной из сильнейших в магическом мире. Напоминаю, что своей техникой она могла стереть планету, а то и вселенную, ибо скилл — настоящая черная дыра. Более того, она уже была действующим магом, зрелой женщиной, а не студенткой, то есть прислушаться к ее словам имело смысл. Особенно учитывая то, что она лечит не симптомы, как общество магов, я говорю о стирании проклятых духов, а причину. Юки хотела излечить людей, лишив их проклятой энергии. Иначе говоря, ее путь к истине стоит выше кодекса магов. Но она не дала ему направления и выбор, мол, либо людей нужно убить, либо вылечить. Ее варианты говорили только о спасении людей, но получив ответ на свой вариант сценария, Сугуру сам вырвал слова Юки из контекста и подкрепил их своими предрассудками через текущее состояние. И как мы помним, состояние у него было, мягко говоря, подавленное. А далее он и вовсе убедился в том, что легчайший способ избавиться от проклятий — геноцид. Резюмируя, в результате этой встречи Гетто еще больше убеждается в собственной идее о порочности немагов. Они не просто не имеют никакой ценности, но и сами порождают проблемы себе и человечеству в целом. Сразу же после этого Хайбара, друг Нанами, который еще недавно говорил с Гетто, погибает. Все из-за верхушки, которая неверно оценила уровень проклятия, отправив на изгнание студентов. Также верхушка не учла и местных жителей, верующих, которые думали, что проклятие является их богом, и молитвы сделали его еще сильнее. Еще один камень со стороны Гетто в сторону управления магического мира и людей в частности. Стоит обозначить и образ Хайбары. Этот озорной и позитивный молодой человек воплощал остатки хорошего в магическом обществе. Напоминал нам о человеческой связи студентов друг с другом. С его гибелью еще одна светлая часть Гетто разрушается. Сугуру в разговоре с Нанами, упоминая Сатору, добавляет к его имени титул «Сильнейший маг». Этот статус, уже ставший вторым именем Годжо, буквально является доказательством беспомощности Нанами, и тот решает уйти из магов. Гетто же также не остается безучастным, делая обратный вывод. Сатору смог бы сделать задуманное мной. Значит, смогу и я. Потенциал шамана особого класса позволял сделать это. Поглощая проклятие изо дня в день, Гетто продолжал разрушать себя и собирать заново. Когда он проглатывает проклятие и рассказывает, какое же оно на вкус, нам показывают метафору, что он изо всех сил пытается проглотить собственные сомнения и конфликты, и что мир вокруг него буквально ожидает, что он просто смирится с этим и продолжит выполнять свой долг. Все это время он становится все более одиноким и чувствует, что солгал себе о том, почему он до сих пор защищает немагов. Он уже не мог воспринимать адекватно текущую верхушку шаманов и, конечно же, людей. Люди. Люди не только не дают ничего взамен своим спасителям.
но и остаются неблагодарными за спасение. Насмехаются над теми, кто рискует собой ради них. И даже невинных девочек держат в решетке, как зверей, избивая и издеваясь над ними. Убийство этих людей бессмысленно. А нужен ли этот смысл? Да, без него в этой жизни не обойтись. Я нашел свой смысл. Сугуру Гета вырежет маленькую деревню, не оставив в живых никого. Через эти убийства он наконец-то раскрыл свои чувства и пришел сначала к пониманию, а потом и принятию себя, буквально говоря. Я ненавижу обезьян. Таковы мои истинные чувства. Ненавидя людей из-за их непонимания, неблагодарности, слабости и ничтожности. И путь, на который он сейчас встал, это попытка обрести новый смысл, исходя из текущих чувств, который он впервые признал и озвучил. Прием, который использует Акутами на примере Сугуру, был введен Фридрихом Ницше. И носит он название ресентимент. Это чувство враждебности к тому, кого субъект считает причиной своих неудач. Он испытывает бессильную зависть и горечь неудач при попытках повысить свой статус и жизни в обществе. В дополнение выступает чувство слабости или неполноценности. Все это приводит к формированию системы ценностей, которая отрицает систему ценностей врага. Субъект создает образ врага, чтобы избавиться от чувства вины за собственной неудачи. На примере Гета все это есть. Он считает причиной неудачи своей миссии Тодзи и культистов, то есть человека с нулевой проклятой энергией и людей с минимальной, и относится к ним враждебно, желая уничтожить род людской. Зависть же он испытывает к Сатору, который в соло стал сильнейшим, и в соло может выполнить его цель текущую. И после этого предпринимает попытки стать таким же, эволюционировать в извращенном симбиозе с стремлением геноцида. Отсюда и вытекает вышеупомянутая система ценностей Сугуру. Ресентимент — это слово, которое может охарактеризовать все 11 лет Сугуру после ухода из магического колледжа. Но стоит понимать, он не совсем изменился, он просто стал истинным собой. Напоминаю о начале ролика. Тогда Гета еще не имел опыта и преград для подтверждения своего мировоззрения. Здесь же он уже нашел их. Ему так же, как и раньше, нужен смысл, и смысл его планируемого геноцида человечества в том, что люди плодят проклятия. Они, в свою очередь, убивают шаманов, следующую ступень эволюции человечества. Ведь это абсурдно, люди выдумали себе бога, а боги уже ходят среди них. Поэтому план очень прост – убить всех людей на земле, пока не останутся только шаманы, способные контролировать свой выброс проклятой энергии, чтобы проклятия никогда не появлялись. Озвучив эти мысли в финальном диалоге с Сатору, тот был взбешен. Он кричал о невозможности совершить подобное. Сугуру же уже начал выполнять задуманное, не делая исключения даже для своих родителей. И слова Годжо показались ему смешными, ведь он был тем человеком, который был в состоянии уничтожить каждого человека Японии и мира. И если это может Сатору, то почему не может и он? Ты сильнейший, потому что Сатору Годжо? Или Сатору Годжо, потому что сильнейший? В этом смысле они действительно поменялись местами, и уже сила Белобрысова была для него образцом подражания и ментором. И именно уход Сугуру ознаменует смерть персонажа, а не его перерождение в антагониста в нулевом томе. Гета захватит тот самый культ, который заказал убийство Рико. Он даже частично примет их веру и методы. Сугуру воссоздает ту самую систему, которую ненавидел и которая обрекла Рика на смерть, сохраняя жизнь людям, которые приносят прибыль или проклятие. Однако в конечном итоге его цель проклинать, и сам он становится никем иным, как проклинателем, полностью теряя себя, отдаваясь блефу, притворству и ребячеству. Инфантильность, присущая характеру Сатору много лет назад, пришла к Сугуру. Подобится ли он ему специально или неосознанно, уже не важно. Он стал ребенком, которым движут сокровенные желания. Смеяться от всей души. Ведь в текущем мире он не мог бы сделать это. Гета понимал, он явно не является справедливостью или воплощением добра, и не питал иллюзий на этот счет. Осознание всегда было около него. Еще Сёко он сказал: «Мои желания не поймут». И в финальной сцене с Годжо он сказал второму: «Лучше бы ты проклинал меня». То есть он понимал, что совершал ужасные поступки, но иначе не мог.
ибо понятие истинного себя он уже давно нашел. В этом и был весь смысл. Последние слова Сугуру обратятся злым роком, ведь из-за слабости Сатору Гета не кремируют, и из-за этого даже после смерти его тело продолжит совершать грехи, но уже с другим сознанием. Я говорю о Кэнзяку. Сугуру Гета для него идеальный сосуд, начиная от способностей, продолжая мировоззрением, заканчивая внешностью. Я говорю о одежде. Это, кстати, необыкновенная смена имиджа, в самом шматье есть смысл. Одежда Гета очень напоминает церемониальные одежды буддийских монахов периода Хэйян. Эта эпоха также известна как Золотой век колдунов, когда Рёмен Сукуна был признан королем проклятий. По совпадению, расцвет эзотерического буддизма в Японии также произошел в период Хэйян. Магичка же глубоко связана с буддизмом, об этом я вещаю, пожалуй, последние несколько месяцев. Нынешний Сугуру имеет цель – убить всех немагов. Если такое произойдет, то эпоха будет максимально приближена к времени Хэйян, а значит и текущая одежда не нужна, логичнее будет переодеться в тряпки того времени. В этом и ирония, что для Кена, который жил в эпоху Хэйяна, то и раньше такой стиль самое оно. И перед тем как продолжить, надо кое о чем рассказать, также про шмотки. По просьбе работяг со стримов мы сделали две футболки с детства за Махалу и с детства за Сукуну, на них уже открыт предзаказ. Футболка сделана из того же материала, что и у Годжо, то есть пробить ее способен только апнутый разрез Сукуны. Для приобретения заполни анкету и жди, когда с тобой свяжутся в течение нескольких дней. Ну либо напиши в личку группы ВК, где, кстати, проходит розыгрыш аж на 5 победителей данных футболок. С любовью вам от Рабаши. Ссылки в описании. Часть воспоминаний о душе остались в теле, но ее основа ждала Сатору в чистилище, ведь он оставался ему лучшим другом. Параллель присутствовала в монологе Сатору, в словах: «Изначально я думал, что лучше кого-либо могу понять его одиночество. Одиночество того, кто находится на вершине». Есть львиная доля иронии, ибо Годжо так и не понял одиночество Сугуру в ближайший год после смерти Рико. Даже при прямом контакте он не понимал, что с Гета происходит, что с ним явно что-то не так. Осознание этого придет к нему намного позже, и взгляд Юты, будущего студента, напомнит тому о старом друге. Быть может, все действительно могло измениться, если бы два лучших друга поговорили, а не были заперты в своем эго и чувствах. И сейчас мы бы получили другой итог, которого хотел сам Сатору. Гета не хлопнул его по спине в знак поддержки, но сопроводил друга в южном направлении. Дуэт сильнейших вновь воссоединился, отправляясь к старым берегам. Ну и закончить ролик хотелось бы ответами на ваши вопросы. Я выбрал самый интересный, на мой взгляд. Момент с рукой, которая взяла за горло Кэнзяку. Уже был ответ лично от Акутами. Это не ружье, которое потом стрельнет, а то многие уже вздумали, а эффект как у саранчи или стрекозы, которая дергается после того, как ей снесли башку. То есть это обыкновенный остаточный эффект души в теле на сторонний триггер. Сугуру Гета все-таки убил своих родителей, не делая исключения им как расе. Но многих может запутать финальная фраза о семье, которую произносит Гета. Семьей он называет шаманов, которые собрал вокруг себя, а не родителей, которые якобы выжили. Он не смог приручить духа Тодзи во время сражения, потому что тот воспитывал его. Иначе говоря, это была привязанность самого духа, который считал Тодзи родителем. О чем и свидетельствует фраза «мама», которую червь произнес в поисках Фушигура-старшего. Лишь тогда Сугуру смог приручить его. Также Тодзи не убил его по причине буйства проклятий после смерти пользователя манипуляции проклятиями. В нулевом фильме этот нюанс не парил большинство из-за того, что множество из 1000 проклятий перебили вручную, а вторую половину стерли Рика и Юта, уничтожая спираль с множеством духов в ней. На остальные вопросы, может быть, отвечу в комментариях, так что дерзайте. С вами был Рабаши. Благодарю за то, что уделили моему творчеству время. Мне приятно, что вы смотрите и выбираете именно меня. Спасибо тебе и пока, Чумба.